На этой фотографии Елизавета Плаутина-Щербатова, мать Татьяны Сергеевны, моя бабушка, ее муж князь Щербатов и старшие дети. Вот фотография отца, вот эта фотография лучше, она лучше видна. Это та же самая фотография, но немножко более контрастная. Так. Вот мамина фотография. Ну, вот примерно того возраста, да. Значит, отец был арестован. Он был по делу, ну, это было по всей стране, были музейные дела. Это, в общем, были вот 33-34 год, когда по всем провинциальным музеям были созданы политические дела. И, в принципе, как правило, почти все сотрудники музеев были обвинены и высланы. Причем я даже не могу сообразить, сразу же были Соловки или нет. Сначала, по-моему, был какой-то Мордовский в то ли лагерь. Он оттуда бежал. Там ему стали искать и доставать, и даже успели найти какой-то, значит, фальшивый паспорт. Скрывался он не знаю где, но с мамой он встретился. Потом, значит, и маму тогда вызывали. Следователь спрашивает маму: как вы думаете, откуда мы узнали о том, что вы тоже об этом знаете? Ну, мама сказала: ну, наверное, вам мой муж об этом сказал. Тут следователь: что, он такой достойный человек, это не он сказал. То есть вот такого типа был разговор. Но, во всяком случае, его вернули или отправили после этого на Соловки, прибавив ему, естественно, срок. В какой-то момент она вдруг, ну, я не знаю, я была, может быть, в детском саду, в общем, она пришла со мной там и увидела вполне подозрительных людей у подъезда и поняла, что это за ней, ну, или за нами, вернее. Но поскольку, в общем, известно было, что это всегда делается ночью, то мама устроила какую-то стирку. Во всей этой коммунальной кухне развесила там детские пеленки, а потом, взяв меня без всяких, ну, с каким-то минимумом одежды на себя, значит, она ушла как бы погулять через черный ход. Потом она узнала, что в эту ночь за нами приходили, но она пошла к знакомым, ну, не знакомым, а к родственнику, которым она до этого жила. Те собрали всю еду, которая была дома, и все деньги, которые были дома. И мы уехали к бабушке, к матери отца. Дальше, вот сначала я пошла немножко в детский сад шелкоткацкой фабрики. Ну, помню, там первый же день, значит, учительница сказала, что у вас очень тихая девочка, но очень, как там было сказано, ну, в общем, что ничего не знает. Выяснилось, что не различает вождей. А там были, значит, везде совершенно все вожди, а я не различала и Ленина, и Сталина еще вдобавок, а у других говорить не приходится. Вот все всех вождей знают, а она нет. А я и тогда видела плохо. Ну и потом дальше вот мы там едем с детского сада, и я в трамвае, и я учу. Ленин умер, Сталин жив, Ленин умер, Сталин жив, Сталин умер, Ленин жив, Сталин умер, Ленин жив. Так вот, значит, мама тогда вот так, удрав туда, со мной переехала, и там и находилась. В какой-то момент вдруг пришла повестка в местную КГБ. Ну, мама, значит, собрала вещи, значит, оставила меня, решив, что, значит, она туда пришла, там, куда ее вызвали, к следователю, а тот говорит: вы знаете, вот вы подавали заявление,
что когда вашего мужа перевозили из какого-то одного места в другое, что у него пропал чемодан. Вы знаете, мы искали, но этого чемодана не нашли. Спасибо, до свидания. То есть это было сказано, что мы знаем, что вы... Но прописка у нее оставалась ленинградская. Папа вам запомнился каким? Что вы про него запомнили? Ну, я запомнила только вот то время, когда... Да, значит, вот когда... Да, это я не рассказала. Когда в 1935-м, очевидно, году, когда мне было где-то 4,5 года, так разрешено было свидание, мы поехали. Свидание никогда не, то есть, не производилось на Соловках. Оно происходило в Кеми. И это было сделано так. То есть, ну, я-то от этого мало запомню, вот я по маминым рассказам. Это был небольшой деревянный домик с маленьким палисадничком, причем тогда совершенно с буйством анютиных глазок. Я помню, что это был просто поразительное такое буйство анютиных глазок. Вот такая дорожка. Ну, поскольку я и тогда плохо видела, то я как-то не обращала внимания, что поверх... Ну, забор был, наверное, 2-метровый, сплошной забор. Сверху была колючая проволока, но я ее даже не видела и не воспринимала. Вот. А я вот с отцом, ну, это мне остались такие необычайно счастливые воспоминания, потому что комнатка маленькая, наверху окошко явно зарешоченное, но, во всяком случае, белые стены, беленые, как в келье. Но это, вот мама еще говорила, что там была вторая комната рядом, в которой жили муж с женой там несколько дней. Ну, там те, очевидно, жили несколько дней, а я жила 2 недели. И, значит, я помню, ну, гуляли мы вот по этому тюремному дворику. Я запомнила, когда, очевидно, приходил парикмахер, который прыскал в меня одеколоном. Так вот, и, в общем, осталось в памяти очень светлое, значит, бесконечный. Вечером рассказывал отец сказки. Сказки в основном были про Америку и про гангстеров. Очень такие бесконечные и очень интересные такие детективы. Этого я ничего не помню, конечно, но помню, что было очень интересно. Вот, и чем-то нас, очевидно, вот такой тюремной едой кормили, и, в общем, ощущения никакого голода у меня не осталось, никаких вкусовых ощущений у меня вообще не осталось, поэтому даже что мы ели, я не знаю, может быть, что-нибудь приносила днем мама, вполне возможно, купленное где-нибудь там на рынке, не знаю, потому что денег у нее не было, настолько, что она не могла снять какой-нибудь угол где-нибудь там, чтобы ночевать в доме. Соответственно, она ну, 2 часа, на 2 часа приходила, остальное время там гуляла по Кеми, ну, может быть, где-то там в каких-нибудь столовых и ела, а потом ночевала. Дебаркадер, я помню, какая-то огромное вот такое помещение с проемом, выходящим на воду, и какой-то дверью еще, которая куда-то выходила на улицу. Тогда он как раз маме говорил, что где-то он узнал, что их собираются посадить на баржу и затопить. И даже сказал, что он нашел, где-то украл вот такой спасательный круг и решил, что он в какой-то момент, он хорошо очень плавал, поплывет, имея этот спасательный круг, потом утонет, но утонет уже, так сказать, самолично. Вот. И дальше была переписка изредка. Он мне присылал вот такие на оберточной бумаге написанные какие-то в стихах всякие книжки истории, где иллюстрациями были какие-то вот фантики вырезанные или какие-то засушенные веточки, цветы или эти самые перья птичек. Вот. А потом было
где-то в 1937-м было написано, что там произошел пересуд. То есть, на самом деле, очевидно, тогда, когда его расстреляли. И было написано, что дальше он остается без права переписки. Очевидно, после войны, я не помню точно в каком году, в какой-то момент мы с мамой, еще с двумя знакомыми дамами, пошли встречать какой-то поезд. И я узнала, что это должен приехать человек, у которого есть какие-то сведения об отце. Это оказался муж одной из такой искусствовед и художница, вернее, наша знакомая, которую я с детства хорошо знала. Я даже не знаю, знали ли они, то есть наверняка они обе знали, и мама, и его жена, что мужья в Соловках находятся оба. Но в тот момент он приехал, очевидно, не имея права приехать в Тбилиси, где у него была бывшая жена и двое детей. Очевидно, чтобы повидаться. Но, очевидно, в тайне, потому что мы с ним встречались на вокзале в темноте, и он рассказал, причем он рассказал, я ходила отдельно, он рассказал маме, мама пересказала, как большую группу из тюрьмы, где-то, человек 700-800. Значит, построили парно, связали попарно проволокой и поместили на баржу. То есть в таких случаях никогда не говорилось, что, куда и как. Или, может быть, было сказано, что на смерть, я не знаю. Следственного дела я никогда не просила, и сейчас эти следственные дела даются только прямым родственникам. Вот они там писали мне даже всякие бумаги, которые нужно подать, и сейчас его дело вроде бы должно находиться в Москве, и то вроде бы. Но, в общем, собственно, мне это как все дела краеведов, дутое дело. Он обвинялся в контрреволюции. Было еще сказано, что вот он борется за сохранение новгородских церквей для сохранения культа, а он был атеистом. Так что и этого не было. Там даже на реабилитацию моего отца мама и я никогда не подавали, просто потому что противно было. А музей подал и получил реабилитацию отца. Я даже не знаю, в каком году. В школе всем было известно, что у меня отец репрессирован, но это никогда мне не ставилось ни в какую... Вот я как-то, когда я говорила в свое время с московскими людьми старшего поколения, что-нибудь рассказывал, там, какой-нибудь, какой-нибудь парад, я иду, поскольку я училась хорошо, лучше всех, то я иду впереди всей школьной колонны. Мне бы говорили, что в Москве меня не пускали бы даже в правофланговых. Еще неизвестно, пускали бы меня на парад. Нет, наверное, бы пускали, но, во всяком случае, в общем, в Москве известно, что все это, особенно в каких-то школах, да, в каких-то нет, но, в общем, в Грузии этого совершенно не было. А столкнулась я с этим непосредственно уже в Москве, потому что поступала я золотой медалью, и я твердо хотела заниматься палеонтологией, и, проходила собеседование. Да, и я написала о том, что в таком-то году отец репрессирован, и, по-моему, я написала, что умер. Это я тоже, это я написала, в общем. В результате меня активно заваливали на собеседование, причем там большая комиссия и одновременно несколько человек. И со мной вместе спрашивают какую-то из Сибири приехавшую очень такую девочку, такую совершенно деревенская совсем девочка очень. Ее спрашивают на собеседование закон Архимеда. А с меня спрашивали, в чем идеализм, а в чем метафизика вейсманистов-морганистов.
Я говорю, что это... А я все эти труды с интересом читала, так что я могла все это говорить, но это никто вообще не расчленил, что именно там. Там именно метафизический идеализм. Я говорю, это метафизический идеализм, и там в том-то, в том-то. Я подала документы на биофак и написала, что отец умер. И дальше была совершенно вот ГПУшная сцена, когда, ну, эта тетка там, то ли, ну, какой-то завод, в общем, такая вот тетка, то ли, ну, типа отдела кадров, тоже в комиссии, она устроила мне допрос, а где умер ваш отец? Не знаю, говорю, а где он похоронен? Не знаю. То есть вот она задавала огромное количество, зная, что отец арестован, она мне, я даже не помню совершенно, какие там были ли там заваливающие или нет вопросы по биологии, я просто не помню, потому что все вопросы, которые были, это где похоронен отец, когда он умер, ну и, соответственно, там тоже был провал. После этого после этого жила я у моей единственной в Москве родственницы, которая дочь Софьи Ковалевской. И у нее я и жила, а она, значит, сказала, что вот только что был какой-то юбилей Софьи Ковалевской, она сидела рядом с Вавиловым, и Вавилов ей сказал, что если у вас будут какие-нибудь нужды, обращайтесь ко мне, пожалуйста. Значит, тогда она написала письмо Вавилову, что вот мою там двоюродную племянницу не берут на геологический факультет, потому что у нее был репрессирован в таком-то году отец, которого уже давно нет в живых. Она, может, написала, ну, какое-то было письмо вот Вавилову, Зелинский тоже написал Вавилову письмо, что он поддерживает просьбу вот Софьи Владимировны Ковалевской. И пошла я, мне рассказали, где, я знала, что Вавилов живет на даче в Моженке, я пошла к нему на дачу. Причем я уже в этой Моженке бывала до этого, но не на его даче, а в другом месте. И идти там, ну, приезжала на машине, там очень долгий путь до Моженки от железной дороги, а более быстрый через какое-то поле. Я пошла через поле, оно оказалось болотом, где-то я попала в болото почти по колено, в такую черную жижу. Дальше, значит, я выхожу, а ноги у меня были тапочки там полученные спортивные, я спортом занималась, синего цвета, которые красились. Белые носки, которые стали черными от этой грязи, и синими еще от тапочек. И все это текло еще с ноги. В таком виде я уже пришла на дачу. Но на даче я спокойно прошла к дому. Значит, первый, кого я, по-моему, увидела, оказался Вавилов, который сидел, ну, в каком-то предбаннике веранды. Это какое-то было маленькое помещение, может быть, он даже с машинкой сидел, я сейчас не помню. Ну, в общем, или просто за столом. В общем, я, поздоровавшись, значит, сказала, что у меня... Даже не объясняла ничего, дала ему эти два письма. Он их прочел, на письме Несмеянову что-то написал, какие-то даже ободряющие слова сказал мне. В общем, очень приятно меня, очень как-то тепло меня встретил. Но, в общем-то, я помню, что я сидела с острым ощущением жалости по отношению к нему. Вот он в это время, то есть я чувствовала вот такую боль внутри него самого, у меня никакой, но у меня была надежда, что из этого что-то выйдет, но, в общем, уже боли никакой ни об чем у меня не было. И я помню, что у меня было потом смешно анализировать свои отношения, что я была полна жалости к нему, мне хотелось его как-то, ну, в общем, потом-то я посмотрела в его дневниках, которые я купила, он в это время в дневниках вспоминал брата, писал о брате.
Так что он был наполнен, в общем, этим. Он действительно, вот, я не помню, что он мне сказал, но это было настолько теплая встреча. 3 сентября пришел приказ министра, значит, меня принять. Так что, в общем, спасибо Вавилову и Кафтанову. Но Вавилова я еще видела, поэтому я говорю, что у меня к нему большое личное спасибо. Кафтанова я даже по фотографиям не помню. А Так как что- вы узнали о смерти Сталина? С радостью. То есть я радовалась. Узнала, ну тогда трудно было не узнать, потому что вся эта похоронная музыка каждый день. В принципе, многие люди считали, что музыка продолжается, а он уже умер. Я так и не знаю, на самом деле он все-таки умер в тот день, который объявлен, или раньше. Это, по-моему, до сих пор никто не знает. Но в этот день я пошла в университет, как обычно, на занятия. У нас тогда было, вот первая была лекция по, я не знаю, это была история партии, да, история партии. В общем, проводил эту лекцию секретарь парторганизации этого факультета. Противный тип. Вот. Да, в общем, собственно, что я его и только лекции слушала. Ну, он вышел, значит, сказал, по-моему, всхлипнул или зарыдал. Из разных мест зала раздались такие кликушеские рыдания. Потом он сказал, что занятия он отменяет, можете идти домой. Все разошлись. Нет, я боялась того, что будет во время дележа власти предстоящего, но понимала, что хуже быть не должно.